Привет! Героев сегодняшнего обзора можно по праву поставить в один ряд с лучшими внутриканальными наушниками по части звука. Как ты уже понял по названию данного видеоролика, речь сегодня пойдет о Kinera YH623. Это первые и пока единственные беспроводные наушники в модельном ряду данной компании. И несмотря на то, что на рынке Kinera уже около 10 лет, по большей части известна она скорее аудиофилам, потому как имеет собственное производство динамических драйверов и свою лабораторию звука. Помимо всего прочего, компания также производит высококачественные проводные наушники Hi-Fi класса. Но время не стоит на месте, а беспроводные решения становятся все более актуальными и востребованными. Таким образом, в угоду трендам, скорее всего, и появилась на свет данная модель наушников. Ну а получилось у Kinera сделать хорошо или нет, я тебе сейчас и расскажу. Поставляются наушники в непривычной на вид шестиугольной коробке из плотного черного картона. Внутри в поролоновой проставке лежит кейс с наушниками, а также комплект сменных амбушюр двух типа размеров. Третьи надеты на сами наушники. Ниже под кейсом положили краткое руководство пользователя и зарядный кабель USB-C. В принципе, комплектация стандартная, как и у большинства подобных устройств. Корпус зарядного кредла выкрашен в черный цвет и имеет полуглянцевую текстуру, собран очень качественно и его приятно держать в руках. Петля крышки пластиковая, без доводчика, но открывается туго и фиксируется в любом положении. Крышка в открытом состоянии не люфтит, а закрывается плотно, без щелчка. Фиксируется она на магнит, при этом издавая глухой хлопок. Никаких кнопок активации как внутри, так и снаружи кейса нет. Единственный светодиодный индикатор состояния расположен внутри между посадочными местами самих наушников. В полностью заряженном состоянии он горит зеленым свечением, а когда кейс потребует пополнения энергии, сменит свой цвет на красный. Емкость встроенного аккумулятора составляет 400 мАч, а разъем для зарядки расположили на задней стороне корпуса под петлей. Габаритные размеры кейса по длине, ширине и высоте составляют 62 на 38 и на 29 мм соответственно. Отдельного внимания здесь заслуживают сами наушники. В моем экземпляре они идут в цвете синего металлика и со стороны смотрятся очень круто. Визуально поверхность глянцевая, но на ней имеется какое-то специальное напыление с эффектом силикона, ну или что-то типа того. В общем, благодаря такому решению, а также их удобной форме, наушники сидят в ушах просто идеально. Также для того, чтобы проще было доставать их из кейса, на каждом наушнике имеется небольшой выступ, который облегчает эту задачу. Таким образом, по части эргономики здесь полный порядок. На внешней стороне каждого наушника круглым выступом выделены сенсорные области для управления функциями мультимедиа. Одинарный тап во время воспроизведения музыки отвечает за плей-паузу, а в режиме звонка можно ответить на вызов или положить трубку. Двойное касание позволит переключать треки: на правом наушнике вперед, на левом назад. Жест тройного прикосновения вызовет голосового ассистента Google, Алису или Siri в айфонах. Управление громкостью зашито на удержание сенсора. На правом наушнике в плюс, на левом в минус. Чем дольше держишь, тем больше прибавляется или убавляется ее уровень. Причем непосредственно громкость гарнитуры здесь регулируется независимо от смартфона. И по факту, выкрутив все на максимум, можно реально оглохнуть. Такой запредельный уровень мне встречался лишь единожды в наушниках KZ-Z1. Мне сложно представить человека, который сможет слушать музыку на максималках в этих наушниках. Комфортным уровнем в этой модели для меня стала отметка в 70%, но как обычно тест на автономность я провел при 100. И вот при таком раскладе наушники отыграли у меня 2 часа и 30 минут. Причем все время теста меня не покидало ощущение, что рядом со мной тихо играет Bluetooth колонка. Вот так громко они звучат. Таким образом, я могу со всей ответственностью заявить, что при комфортной громкости в 70% на часа 4-4,5 можно смело рассчитывать. И это при том, что я еще тот любитель навалить волюме. Слушаю музыку я очень громко. Что же касается непосредственно звука, то я не зря в самом начале акцентировал внимание на том факте, что ребята из Kinera прекрасно в нем разбираются. К тому же немаловажным будет и тот факт, что для передачи звука используется аудиокодек aptX на проверенном временем чипе 3020 от Qualcomm. Наушники звучат просто потрясающе. Здесь имеется насыщенный обволакивающий бас, прекрасные будоражащие сознание средние частоты, которые особенно хороши в вокальных партиях, ну а финальные штрихи задают четкие и звонкие верхние частоты. Перкуссия, тарелочки, хэты и буквально все, что есть в этом диапазоне, звучит безупречно чисто. В общем и целом, звуком я остался полностью доволен. Ну а теперь я предлагаю тебе послушать, как данные наушники работают в качестве гарнитуры для телефонных разговоров. Проверяем работу микрофонов в наушниках Kinera YH623. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Сейчас по традиции открываю окна, даю максимум шума, сдувает ветер, и вот так срабатывают шумодавы, если таковые имеются в данных наушниках.
сам. Ну и по традиции второй тест. Тест с печкой. Сейчас прибавляю на 2, на 3 и на 4. Максимум шума мне выдает печка. И вот так отрабатывают шумодавы при искусственном создании шума. Допустим, зимой, если будешь обогреваться в машине и разговаривать по данным наушникам, вот так тебя будет слышать. Подключение к смартфону происходит по изъятию наушников из кейса. Оно независимое, и оттого при желании ими можно пользоваться по отдельности. За связь отвечает Bluetooth версии 5.0, и что касается стабильности сигнала, то во время моих проверок и тестов на улице никаких обрывов я ни разу не ловил. Хожу я сейчас в длинной куртке с телефоном в кармане спортивных штанов, и вот при таком раскладе связь стабильная. Даже кратковременных секундных отвалов мной зафиксировано не было. А вот для игры в PUBG Mobile наушники скорее всего не подойдут. Вроде бы на слух отставание не кажется таким сильным, но по факту оно получается примерно в полсекунды, что в принципе является стандартом для наушников без специального игрового режима, но для игрока может быть очень критичным. А вот при просмотре роликов на YouTube все более сглажено, и звук от видео практически не отстает. Ну и подводя некий итог, что могу сказать. Если брать во внимание непосредственно звук, то в этих наушниках он просто прекрасен, как и в целом их исполнение. От внешнего вида самой гарнитуры я получил эстетическое удовольствие. Наушники не просто выглядят, но и сделаны на высшем уровне. Все материалы очень качественные и не выглядят дешевыми. В принципе, данные наушники и стоят недешево. Из очевидных минусов отмечу лишь среднего качества микрофона и слышимую задержку в играх. По всем остальным параметрам наушники классные. Таким образом, если ты не играешь в игры на смартфоне и хочешь в своих ушах услышать потрясный звук, то вполне возможно рассмотреть данные наушники к покупке. А на сегодня у меня все. Спасибо тебе за просмотр, отдельно за лайк и комментарий, и увидимся с тобой уже в следующих видео. Пока-пока.